Здравствуйте, меня зовут Константин, и мы продолжаем серию видео, посвященную работе в Toolkit SolidCAM 2021. И сегодня я вам покажу, как использовать многопозиционные блоки для токарной обработки на токарно-фрезерных станках. У меня есть блок двухпозиционный для инструментов для наружного точения. И у меня есть блок для инструментов для внутреннего точения или для внутренней обработки. Хочу вам сказать, что в данный момент у меня SolidCAM 2021 SP3, то есть вышла версия SP3. Кто не обновился, очень рекомендую обновиться до этой версии. И давайте начнем. Как вы видите, я уже поставил системы координат, что на блоке для внутренних инструментов, для внутренней обработки, так и на блоке для инструментов для наружной обработки. Посмотрите внимательно на системы координат. У меня их 3 штуки. Одна основная. Давайте для начала мы сохраним наши два блока в нашей первой системе координат. Я сохраняю блок для наружных инструментов в системе координат 1 в формате STL. Опять же хочу обратить ваше внимание, чтобы можно было работать в реале на станке с таким блоком, у вас токарно-фрезерный станок должен быть с осью Y. То есть у него должна быть ось Y, то есть это токарно-фрезерный с приводной функцией и осью Y. Для блока, который использует инструменты для внутреннего точения или для внутренней обработки, ось Y не нужна. Здесь мы будем работать по оси X. Значит так, блоки я сохранил в первой системе координат. И я сейчас буду создавать инструментальную сборку, но я не закрываю модели моих блоков. Задаю патрон. Патрон я выбираю 3D модель блока для инструментов наружной обработки. Инструменты у меня будут располагаться по оси Z. Но если у вас есть блоки, где инструменты располагаются по оси X, да, принцип абсолютно такой же. То есть неважно, сколько у вас позиций, как располагаются инструменты, принцип будет один и тот же. Да. Давайте я сразу переименую. Переименую блок. И теперь я в этот блок буду монтировать инструмент. Но для начала, что мне нужно сделать, так как у меня две позиции для инструмента, мне нужно как раз, у меня есть один узел, это будет для одной позиции инструмента. И теперь мне нужно создать второй узел для второй позиции инструмента. Я щелкаю на свободное поле, правую клавишу мышки, добавить неподвижный узел.
Опять же, давайте маленько разберемся, что такое тип привода. Здесь есть директ, не применять, самоуправление и трансмиссия. Так вот, директ это относится к инструментам для фрезерного оборудования, чисто фрезерного. То есть это тот инструмент, который ставится в шпиндель фрезерного станка и вращается. Не применять это инструмент для токарной обработки. Это именно ваши блоки. То есть здесь нам нужно поставить везде не применять. То есть это инструмент для токарной обработки. Самоуправление. Что это такое? Это дополнительные какие-то головки, скажем так, например, да, высокоскоростные головки, которые работают от подачи воздуха, либо подачи эмульсии, да, которые не завязаны на вращение шпинделя. То есть они вращаются сами каким-то другим способом. И трансмиссия это именно приводной инструмент на токарно-фрезерном оборудовании. Это, допустим, если у вас станок снабжен функцией нарезания зубчатых колес, у вас там будет отдельный блок для червячной фрезы, да, либо для какой-то дисковой, то есть это у вас будет трансмиссия, то есть здесь можно ставить передачи именно для таких оправок. В нашем случае у нас токарный блок, мы ставим не применять. И вот теперь опять же в SolidCAM 2021 SP3, если вы видели мои предыдущие видео, там я измерял расстояние между системами координат с помощью SolidCAM утилит. Теперь в SP3 SolidCAM утилиты не нужны. У меня есть блок для инструментов наружного точения с тремя системами координат. Теперь, чтобы найти расстояние между системами координат, мне достаточно выбрать узел. Есть здесь поле 0 и есть такая кнопочка с тремя точками. Я нажимаю сюда. Нажимаю высчитать расстояние между системами координат. Здесь я указываю, выбираю первую систему координат и указываю вторую систему координат. Нажимаю принять и нажимаю ОК. У меня моя система координат установилась автоматически. Также я делаю для второго узла. Выбираю второй узел, высчитываю системы координат между первой и третьей и принимаю. Вот так быстро я установил системы координат моего блока. И теперь я здесь же монтирую инструмент. У меня уже, я для себя сделал таблицу инструментов. Допустим, наружное точение, да. Давайте мы возьмем правый резец. Я его поставлю в узел 2. То есть я могу выбирать здесь узел, в котором он у меня будет стоять. Монтирую его
в позицию блока. Добавляю теперь еще пластину. Я для себя записал, какая здесь пластина. И теперь просто ее сюда. Забиваю. У меня есть первый резец. Во вторую позицию давайте я поставлю, наверное, левый резец. Переверну его. Узел 1. По Y поднимем на 25, так как державка у меня 25 миллиметров, 25 на 25 квадрат. И по оси Z. Ну, как-то так. Опять же, сюда же я добавлю пластину. Пластина у меня CNMG. Но только я поставлю радиус 0,4. Вот в таком виде я собрал блок. Теперь я добавляю еще один патрон. Теперь у меня уже блок будет для инструментов внутреннего точения. Я выбираю 3D модель. Проверяю. Вот у меня блок. Опять же имя я введу, чтобы мне не забыть. И теперь здесь мне нужно сперва отобразить мой этот блок. Теперь я высчитываю расстояние между системой координат 1 и системой координат 2. Вот у меня встало. Второй узел. Также высчитываю расстояние. У меня система координат установилась. И, собственно говоря, давайте я сохраню
Сохраню много. Здесь уже можно по-русски. Многопозиционные. Сохраняю. Сохраняю, выхожу. Это я закрываю. У меня уже, я подготовил проект. Да, по-моему, вот этот. Добавляю теперь сюда из библиотеки инструментальных сборок просто перетаскиваю 8-й инструмент. Ставлю предварительный просмотр. Вот, у меня уже есть один блок. Это наш, который мы сделали. У меня, видите, да? Именно почему? Потому что у меня инструменты будут двигаться по оси Y, меняться. Естественно, чтобы нам работать с данным блоком, у нас номер инструмента будет один и тот же, просто будет разный корректор. В данном случае инструмент номер 8 для первого резца у нас будет корректор номер 8, а для второго резца тут уже вы сами можете через 10, через 20, да, допустим, это будет 28, корректор 28. И в программе вы будете вызывать, допустим, T8 28, то есть с корректором 28. Также я установлю блок для инструмента внутреннего точения, допустим, в 5. Инструмент у меня уже, по-моему, есть в таком блоке. У меня есть сверло. Я его могу просто копировать в 5, да, в 5 сюда вставить. И у меня уже есть расточной. Также копировать и также вставить. Что у меня получилось? Давайте посмотрим. У меня есть сверло. Инструмент теперь расточной мне просто нужно повернуть. X поставим 0. По оси Z сделаем вылет. Да. Вот в таком виде. У меня он есть и также здесь. Вот так достаточно быстро мы установили инструмент. Ну давайте я тогда быстро поменяю сейчас в проекте инструмент. Тот мы поставили, по-моему, 8, да? Тут будет 8.
Здесь у меня будет также 8. То есть это мой первый инструмент. Здесь у меня будет инструмент также 8, но уже с корректором 28. Здесь у меня будет также инструмент 8 с корректором 28. Это у меня чистовой инструмент. Да, ну и давайте посмотрим, что у меня получилось, да. Давайте сделаем визуализацию. Давайте посмотрим визуализацию точения. Это чистовой, это сверло и расточной, ну и отрезной. Так вот, занимая всего 2 позиции в револьверной голове, да, у меня по факту 4 инструмента. Казалось бы, все хорошо, да, на визуализации для точения никаких коллизий нету. Давайте проверим еще старую визуализацию Solid Verify. Все хорошо, казалось бы, да. Но, опять же, есть одно но. Запомните, допустим, да, вы используете визуализацию точения, да, старая, которая была. Так вот, на этой визуализации никогда не показываются столкновения инструмента и детали или заготовки. Поэтому лучше теперь всегда пользоваться SolidCam, визуализацией SolidCam бета-версия. В данном случае она нам показывает сразу 2 инструмента в блоке. Если мы, здесь также есть точение, если мы выбираем точение, он также видит 2 резца. Я запускаю симуляцию. И что я здесь вижу? У меня есть столкновение оправки и заготовки. И давайте теперь посмотрим визуализацию по умолчанию, где у меня это столкновение. То есть у меня это столкновение именно при обработке расточным резцом, так как у меня вылет сверла он больше, и поэтому при подходе на G0 расточного резца у меня фреза задевает мою заготовку. Что в этом случае нужно сделать, да? Давайте мы еще раз сделаем визуализацию. Точение все хорошо. И вот столкновение.
Значит, что мне нужно сделать? Мне нужно инструмент, мою фрезу, ой, сверло, извиняюсь, сверло, вылет сделать либо поменьше, либо изменить подвод расточного инструмента к моей детали. Делаю расчет заново. SolidCam, визуализация SolidCam бета-версия. Давайте сделаем помедленнее. Теперь у меня никаких коллизий. Все замечательно. Ну и давайте мы еще раз сделаем визуализацию. Теперь визуализация на станке. Проверим. Посмотрим. Вот мои инструменты. Я запускаю. Обратите внимание на направление вращения шпинделя. Оно корректное. Все замечательно. Вот так мы используем многопозиционные держатели для инструментов в токарно-фрезерном оборудовании. Это была только первая часть видео. Во второй части я вам покажу, как использовать многопозиционные держатели для инструмента на станках типа Mazak Integrex или Akuma Multus, да, где станок токарно-фрезерный, есть полноценный фрезерный шпиндель, куда можно ставить как и фрезерный инструмент, так и токарный. У нас будет многопозиционная оправка для 3 инструментов токарных. И я вам покажу, как это использовать в SolidCam 2021. Надеюсь, вам все понравилось, все понятно. Спасибо за внимание. До свидания.